Приветствую вас, дорогие близнецы! Это ваш расклад на август месяц. Давайте смотреть, какие события будут вас ожидать. Итак, смотрим начало, середина и конец месяца. Что ожидает близнецов в начале августа? Смотрим. Итак, начало месяца у вас начинается с такой, можно сказать, паузы. То есть какие-то дела требуют ожидания. Вы можете ждать какой-то звонок, какое-то письмо, какое-то разрешение, какое-то подтверждение. То есть какое-то дело у вас уйдет, так скажем, в затишье, да? Необходимо будет ждать. Уходит вот в такую вот спячку. Точно так же четверка мечей может говорить про то, что вам необходимо, прям вообще необходимо отдохнуть, потому что вы, например, очень много работали, вы как-то очень эмоционально устали. Карта говорит вам, если вы сейчас не отдохнете, то тогда это может сказаться на вашем здоровье. Поэтому карта рекомендует вам несколько дней хотя бы в этом месяце, вот именно в начале месяца, дать себе момент передышки, момент отдыха. И когда вы наполнитесь уже новой энергией, тогда вы сможете приступать к своим делам. Карта может говорить про то, что вы можете обращаться к каким-то специалистам, докторам. То есть момент может быть такой, что вот если вы не будете соблюдать момент отдыха, не перенагружать себя, тогда вы можете, например, на несколько дней взять больничный. Потому что здесь карта вот именно показывает момент вашего уединения самих с собой. Момент, когда все останавливается, вы уходите вот в эту вот паузу. Поэтому для того, чтобы этот период для вас прошел легко, немножко постарайтесь сгрузить свои обязанности, свою работу отложить на потом, постараться уделить время себе, и тогда вот вы накопите энергию и сможете уже действовать дальше более решительно. Вот такой момент, если вы там, например, делаете какие-то закрутки, вот эта карта тоже все это показывает. То есть четверка мечей говорит про то, что вы что-то сохраняете на какой-то длительный срок, какой-то долгий период. Может быть, вы деньги откладываете, конечно, но в то же время здесь карта больше говорит про то, что есть какой-то момент, связанный мечи, это у нас информация, это какие-то письма, то есть это что-то, что связано с металлом, то есть момент какого-то труда здесь тоже прослеживается. Но этот труд и это какая-то коммуникация, она как будто бы в этот период останавливается. То есть, возможно, также с каким-то человеком будет какая-то пауза в общении. Тоже можете в начале месяца так заметить. Так может проиграться эта карта. Так, смотрим с вами середину месяца. Близнецы, середина, август. Середина августа – это карта двойка пентаклей. Видите, здесь такой идет обмен, когда человек как бы выполняет либо какую-то работу двойную, можно сказать, да, два задания, два каких-то дела, две работы. То есть вы и тут, и там одновременно пытаетесь раздобыть какую-то информацию, пытаетесь решить какие-то задачи перед вами поставленные. И в целом вот такая вот у вас, можно сказать, текучая, постоянно какая-то информация, какое-то дело, которое вот решается одно, перетекает это во что-то другое, от этого снова в какое-то другое русло, да, вот есть момент такого перехода постоянного. Также карта может говорить про то, что вы можете передвигаться в этот период куда-то к водному источнику. Видите, здесь татуировки нарисованы, да, такие кораблики, которые двигаются по волнам. То есть либо вы с каким-то человеком будете в этот период на одной волне, так скажем, да, работать, очень понимая друг друга, либо это будет ваш переезд куда-то к водному источнику, и там вы можете выполнять какую-то тоже работу. Может быть, это какая-то деятельность онлайн, что-то вот, например, вы делали физически работу там, да, или умственно в каком-то офисе, допустим, но потом вы уехали куда-то, но там вы тоже можете продолжать работать. И вот это момент такого перехода, как бы ваше дело, оно продолжается, но вы постоянно как бы жонглируете, да, какими-то моментами, задачами, как-то по-другому что-то начинаете немножечко делать. В целом карта говорит о том, что у вас будут и деньги приходить, и уходить, вы будете заниматься какими-то делами, то есть будете во что-то вкладываться, но в целом на вас это, можно сказать, никак не повлияет, потому что деньги к вам будут возвращаться. И вы в целом с каким-то человеком сможете плодотворно поработать в середине месяца, вы сможете понять друг друга, вы, может быть, вкладываетесь в какое-то дело вместе, и это придает вам уверенности в завтрашнем дне. То есть вы как будто бы
знаете, что сделав одно, вы сможете перейти к чему-то другому. И пока вот это вот одно не будет сделано, вы не сможете двигаться дальше. И поэтому у вас такой момент, да, вы одновременно, вот эта вот бесконечность между вами существует, коммуникация и связь. Так, это могут быть также какие-то м, обмен чего-то постоянно, как будто бы вы даете одно, вам дают другое. И вот такой вот обмен происходит. Например, может быть даже такой момент, что вы, допустим, высадили у себя что-то на огороде, да, вы пошли продали, вы получили за это деньги, и в то же время эти деньги вы потратили снова на какие-то себе продукты, а потом снова вот идет такой вот круговорот, вам снова нужно что-то делать, да, зарабатывать деньги, как-то вот идет постоянная такая бесконечность в этом заработке. Но я примерно говорю, вы посмотрите, как у вас проиграется. Но в целом у вас постоянно будет работа, можно сказать так. Так, конец месяца смотрим для вас, близнецы. Конец месяца – это паж жезлов. Паж жезлов у нас обычно показывает детей, пожилых родственников, либо это ваши племянники, либо это ваши, например, внуки, тоже карта может их показывать. То есть либо вы будете с этим человеком, да, с внуками, например, проводить время в конце месяца, либо вы как-то будете что-то организовывать, какое-то вот действие, есть какая-то поездка, связанная вот с этими людьми. Также карта может говорить про то, что, например, Паш– это огненная вообще стихия, Овен, Лев, Стрелец, но не обязательно, что, например, ребенок будет такого знака зодиака. Нет. Здесь карта может показывать момент активности, когда вы либо сами, либо вместе с кем-то начинаете активно уже что-то делать, куда-то ехать, то есть что-то новое пробовать для вас, может быть, раньше, что казалось для вас таким необычным, да. То есть можно сказать, что вы сейчас более с легкостью к чему-то будете относиться, вы будете уверенно двигаться вперед, вы как будто бы загоритесь каким-то новым делом, и это начинание, оно будет приносить вам какой-то интерес. Вы можете начать заниматься спортом, вы можете начать как-то активно что-то в целом действовать, либо в вашей работе, либо в организации чего-то. И ваше такое активное начинание, оно будет и вам нравиться, и в целом будет давать вам удовольствие от того, что вы вообще делаете. В целом ждите в конце месяца какого-то момента, связанного либо с поездками, либо с организацией каких-то встреч. И в целом какие-то развлекательные мероприятия здесь тоже возможны. То есть есть активность. Может быть, это посещение каких-то спортивных мероприятий, каких-то соревнований, но пока это как будто бы вот только начало. Может быть, ваш ребенок участвует в каких-то соревнованиях, но в целом вот вы присутствуете в этом моменте. И может быть, если со стороны это будет казаться, что это еще только такое начало, да, но в целом вы очень уверенно себя будете чувствовать. Казалось бы, это или работа, или новых отношений, или это касается людей, да, с которыми вы будете проводить время. Здесь у вас лично прослеживается легкость, азарт, интерес, и в целом вы знаете, что вы хотите это пробовать, этим заниматься или общаться, коммуницировать с определенным человеком. Возможно, также открывать для себя какие-то новые места, как будто бы вот идет исследование какой-то новой территории для вас. Так, давайте смотреть еще на колоде романтика, любовь. Что близнецам подскажет карта в августе. Так, у вас выпадает карта, она называется «Божественное время». Здесь сказано, доверьтесь божественному выбору времени, любовь приходит тогда, когда ей предназначен. Видите, любовь, любые отношения, которые могут складываться в этом месяце, в целом мы смотрим тут не только на любовь, да, любые отношения, которые могут быть, смотря что вы тут загадаете себе, они могут проиграться именно уже как бы объединением, да, то есть вы должны довериться Вселенной, и в момент, когда Вселенная захочет, она сведет вас с определенным человеком или с определенными людьми для решения ваших каких-то вопросов. Касается это любовных отношений или это касается каких-то ваших личных тем. И не забывайте, смотрим еще тоже духовное древо. Не торопите события. Помните, что Вселенная сама расставит все в нужное время, в нужные сроки. Так, подсказка вам, близнецы, на август.
Духовное начало. Ваша душа находится на грани огромного преображения, выходящего за пределы обыденного. Огромное преображение. То есть какие-то ваши новые начинания, да, они вам будут только в плюс. Преображение. Может быть, и вот четверка мечей нам показывает тоже, что вы, как будто бы зарядившись новой энергией, наконец-то отдохнувши, да, сможете снова поверить в себя, и для вас открываются уже какие-то новые перспективы. Вот такой расклад для тех, кто родился под знаком зодиака Близнецы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки для взаимообмена энергией. Всем прекрасного настроения и до новых встреч. С вами была Мелиса. Всем пока-пока.